Всем снова привет, друзья! Сегодня будет местная, локальная повестка, хотя если посмотреть с другой стороны, можно увидеть все же глобальные масштабы проблемы, о которой я сейчас расскажу. Поговорим сегодня о подрыве доверия и имидже МВД, самим же МВД в глазах граждан, причем подрывом в прямом смысле этого слова. В ночь на 28 ноября в городе Рыбинске Ярославской области в одном из домов произошел взрыв. Пострадало 3 квартиры. Снесло стену между квартирами и стену в квартире, ставшей эпицентром взрыва. Несколько других стен также были серьезно повреждены. Дело в том, что этот взрыв произошел в квартире у сотрудника полиции и под самыми окнами управления внутренних дел города Рыбинск. Как об этом молчали местные рыбинские СМИ и как пытались скрыть важные обстоятельства этого чрезвычайного происшествия силовые органы, я и хочу рассказать сегодня. Итак, 28 ноября около часа ночи в доме 29 по улице Свободы города Рыбинска прогремел взрыв, который заставил жильцов подъездов выскочить на улицу. На место съехались все экстренные службы города. После взрыва в 2 подъездах очень сильно пахло спиртом и брашкой. Пары проникли даже в соседний подъезд. Взрыв произошел на 5-м этаже и был такой силы, что снес как минимум 2 стены, одна из которых между квартирами. Так что из 2 квартир получилась одна. Смежные стены с другой квартирой разрушены частично, и в настоящее время их демонтируют. Люди, а особенно дети, испугались и ждали ответов от прибывших служб. Все были напуганы и озлоблены. Как оказалось, эпицентр взрыва был в квартире действующего сотрудника полиции. По словам первых прибывших на место ЧП сотрудников МЧС, взорвался самогонный аппарат. Ирония здесь заключается в том, что взрыв самогонного аппарата у сотрудника полиции произошел под носом главного управления полиции города, примерно в 50 метрах от его главного входа, и напротив окон начальника управления Олега Егорова, который как раз в этом ноябре отпраздновал свою годовщину пребывания в этой должности. И годовщина эта была отпразднована, как оказалось, разрушительным взрывом самогонного аппарата у сотрудника полиции и у себя же под носом. Такая вот алкогольная кульминация. И это в то время, когда борьба с алкоголизмом в МВД ведется по всем фронтам. И среди простых сотрудников, и среди руководства. Рыбинская полиция здесь тоже не исключение. Сотрудник полиции, у которого в квартире произошел взрыв, позже стал говорить, что у него взорвалась скороварка, мол, решил приготовить еду в час ночи, поужинал в общем. Об этом происшествии я записал небольшой сюжет и поговорил с одним из очевидцев происшествия. Так, несколько дней назад у нас на Свободе 29 в городе Рыбинске, вон в том подъезде, на 5-м этаже, в квартире у сотрудника полиции взорвался, судя по всему, самогонный аппарат. Ну, так сказали сотрудники МЧС, которые приехали первые на место. И все это в 5 шагах, ну не в 5, там в 50 метрах от главного здания УВД Рыбинска. Вот это здание УВД у нас. А здесь вот здание гостиницы УВД. Ну и одновременно отдел кадров там. А вон там, на 2-м этаже, это окна начальника УВД нашего Егорова. Пробую поговорить сейчас с соседом, что он скажет. Расскажите, что произошло в ночь с субботы на воскресенье? Ну, это 28-го было, кажется. С 28 на 29, кажется. Я не помню уж. А что произошло? Числа. А я просто спал. Я спал. Сначала в большой комнате.
в большой спал. Потом встал в 12, встал, думаю, мягко больно. Пошел к себе в комнату. У меня там жесткая кровать. На нее лег спать. И 12:30 грохот. А грохот какой был? На что похож? Да будто бы подъезд обвалился. Угу. Я сначала вышел в подъезд с фонариком, посмотрел, подъезд целый. Потом захожу в комнату, смотрю, кто-то с фонариком идет. Я говорю, ты кто? Он говорит, Женя, а ты кто? Я говорю, а я. Он говорит, вот стена упала. Я говорю, а из-за чего? Не знаю. То есть стена полностью упала или частично? Полностью. Полностью, да? Полностью. Полностью вся стена упала. Разом. Можно пройти посмотреть, да? Покажете сразу. Это новое. То есть, Это новое. Вот она вся полностью. то есть вот эта вот часть, которая сейчас заделана новыми газоблоками, она полностью Да, уничтожена. она Да? полностью все упала. Тут у меня кровать стояла, здесь стол стоял, и здесь сервант с хрусталем был. Сервант Вообще. тоже упал или? Да вообще ничего нету. Я смотрю, люстра, да, повреждена тоже у вас? Да. Люстра, карниза нету, карниз упал, все. Ой, тут вообще было в мраке. Вы-то сами не пострадали? Да я пока нет. Нет, как пострадал, у меня ухудшилось здоровье, правда. На нервной почве? Или? Да, у меня ноги... Стресс стали- испытали, да, получается? Да, стали ноги дергаться вообще. Так, а скажите, причина-то какая вот этого? Вот, знаете, в чем причина? Он не говорит мне. Мгм. А МЧС приезжали? МЧС были, пожарники были. Пожарники сказали мне так, самогонку покупаешь? Я говорю, у кого? Он говорит, у него. Я говорю, нет. Самогонный аппарат. Все. МЧС приехали. Скоробарка. Уже другое. Ну как может взорваться скоробарка? Она вот маленькая. Она обычно вот та крышка вверх. Только и все. Ладно, у меня в квартире. А почему соседний подъезд? Там То есть была тоже повреждена упала. стена в Да, квартиру соседнего подъезда? Да. Почему туда-то повреждена? А еще скажите такой вопрос. После взрыва этого чем-то пахло? Какой-то гарью или чем-то? Гарью пахло. А еще чем-то пахло, кроме гари там? Нет, я вот здесь у себя только пыль. Пыль была, да? Чувствовал пыль, гарь. А вот в подъезде, кто жили, вот живут, они говорят, пахло чем-то кислым. Кислым? Да. А что такое было, я не знаю. Кто живет вообще в этой квартире, где был взрыв? Ну, я имею в виду, чем занимается? Как заниматься? Ну, кто, где работает? Он работает в милиции, В милиции? в полиции. Майор. Майор? Майор. Понятно. Жена тоже в полиции. Они Ясно. все работают в полиции. Так, а еще такой вопрос. После происшествия к вам кто-нибудь приходил вообще из полиции, из... кто-то... Она была. Да? Что хотели? Полиция, потом участковый, ФСБ, потом городская администрация была. Ладно, спасибо вам. Пожалуйста. То есть, таким образом, можно сказать, доверие к полиции в очередной раз было подорвано. Подорвано непонятным
непонятным изделием, так сказать. Ну, я думаю, что скоро узнаем, что там на самом деле взорвалось. Будем ждать. Как об этом грамотно доложить генералу, наверное, там ломает голову, поскольку за подчиненных по шапке, как обычно, прилетает в том числе и руководству. Нужно сказать, что герой этого интервью сам запах браги или спирта не чувствовал, в отличие от его соседей, которые говорили, что в подъездах присутствовал запах какой-то кислятины в том числе. Ни одно местное рыбинское СМИ в первые сутки об этом не написало. Какой-либо информации на официальном сайте УВД до сих пор нет. Я попытался узнать в дежурной части УВД, что стало причиной взрыва и есть ли какое-то заключение, комментариев мне там не дали. Дежурная часть Назаренко, слышала. Здравствуйте, а подскажите, пожалуйста, вот вопросик такой. У нас взрыв тут был на Свободе 29, в выходные. Там что-то ясно стало, причиной этого взрыва, что стало? Я просто живу в этом доме. Волнуемся, интересно тоже. Так я вам не могу рассказать эту информацию. Ну, там уже Вам такая информация не дается. Выяснили уже все. А выяснили, а как узнать где? К участковому обратиться. К Рыбинскую 49. Если это вы оставляли заявление, то есть если это вы писали, да, допустим, сообщение оставили, то есть там... Да нет, я-то не писал, в том-то дело, просто мне интересно. Через участкового, да, можно узнать? Можно и через участкового узнать, но такую информацию там не дают людям, которые не писали заявление и не обращались. Только заявителям, да? А да. Пресс-служба тоже не даст информацию, да, если, допустим, я позвоню? Могу вам подсказать, честно. Угу. Ясно. Ладненько, спасибо, извините. Но все немного изменилось, когда об этом происшествии написали журналисты издания 76.ru и написали как есть. Ссылка на статью в описании. Журналистам дали комментарии представители МЧС, которые подтвердили, как это там у них правильно называется, разгерметизацию самогонного аппарата. Но затем перезвонили журналистам и сказали, что им, цитата, позвонили и в итоге самогонный аппарат превратился в скороварку. А кто позвонил? А зачем? Далее я попробую ответить на эти вопросы. После публикации на 76.ru рыбинским СМИ уже некуда было деваться, и им пришлось рассказать об этом происшествии. Но, как и ожидалось, подконтрольные администрации города и, соответственно, находящиеся в зависимости от рыбинского УВД СМИ просто промямлили что-то там про хлопок. Хлопок, блин. Озаглавив новость, в доме обрушились стены. Все же нам стало известно, что после сильного хлопка стены оказались повреждены в 3 квартирах, при этом от временного расселения их жильцы отказались. А когда сносят стены в квартирах, это не хлопок, а взрыв. Далее, как я понял, информация все же долетела до руководства МВД области и начался кипиш. На место происшествия направили отдел собственной безопасности МВД, прислали журналистов уже с видеокамерой и взялись по полной. По моей информации, через некоторое время после ЧП в квартире не было обнаружено ни самогонного аппарата, ни скороварки. Вы сами, наверное, понимаете, что если взорвалось что-то из этих изделий, то его останки должны были присутствовать бы в квартире. Ответ очевиден. От изделия, которое взорвалось, весьма скоропостижно избавились или взорвалось что-то другое. Также, по моей информации, в настоящее время проверяются видеозаписи с камер наблюдения, расположенных во дворе дома. После взрыва в доме в Рыбинском УВД все поняли и решили не афишировать это происшествие, решили преподнести все как банальное бытовое происшествие на кухне со скороваркой, забытой на газу и не упоминая о месте работы владельца квартиры. Такие происшествия, которые накладывают негативный отпечаток на руководство полиции, а тем более на само УВД, создавая не очень хорошее впечатление у граждан о руководстве и в целом о системе, стараются заглушить на ранней стадии, не давая зародышу вырваться на свет. Ведь взрыв самогонного аппарата у сотрудника полиции, который
должен быть на страже закона и защищать граждан, это история про преступное распиздяйство. Раньше вообще самогонные аппараты изымались милицией, и об этом делались целые хвалебные репортажи и сюжеты, писались статьи. А тут, судя по всему, сам сотрудник решил нагнать самогоночки и не справился с управлением. Местное руководство в данном случае преследует, как я считаю, свою цель – не допустить скандала и не попасть в немилость к вышестоящему региональному руководству МВД. Не получить от него звездюлей и не вылететь с должности, поскольку публикация информации о поступке, которая негативно сказывается на этом государственном органе, это серьезное приключение, то его всеми силами пытаются избежать. Я предполагаю, что именно из МВД позвонили в МЧС и попросили изменить историю самогонного аппарата на скороварку. Обычно начальство расценивает такие случаи с подчиненными как подставу. Далее вновь немного поговорим о начальстве. Так, Олег Егоров пришел на должность начальника МУ МВД России Рыбинска из Переславля-Залесского 11 ноября 2020 года и сменил на этой должности Вадима Иванова. Такой вот мини-варяг получается. В ноябре ровно год с его, так сказать, инаугурации. Отношение к Егорову со стороны рядовых сотрудников и подчиненных рыбинской полиции, как мне известно, мягко говоря, не очень. Многие жалуются на не совсем адекватное поведение начальника и большую разницу в руководстве Егорова и Иванова. Для справки, долгие годы в системе МВД идет борьба с алкоголизмом среди сотрудников как рядового, так и начальствующего состава. Руководство, в том числе и высшее, такие проблемы также не обходят стороной. На фоне борьбы, которая для некоторых сотрудников и руководителей в том числе является, можно сказать, личной, фееричный взрыв самогонного аппарата на пороге управления полиции. И у сотрудника полиции история не совсем приятная и не обещающая ничего хорошего. Эта история в прямом смысле слова подрывающая как доверие граждан, так и имидж полиции. Как об этом внятно доложить генералу? Варяги варягами, но, насколько мне известно, реальная власть в рыбинской полиции сосредоточена в руках заместителя Егорова, начальника полиции Олега Васильева, который пережил в этой должности ни одного руководителя управления и сидит в своем кресле уже, наверное, больше 10 лет. Именно он в том числе построил авторитарную систему руководства в рыбинской полиции, якорем которой является чрезмерная неоправданная грубость и довольно-таки частое унижение подчиненных. И на все на это еще накладывается и палочная система МВД. Своего рода серый кардинал рыбинского УВД, который все никак не уйдет на пенсию. Кто его знает? Может быть, это из-за того, что на его родственников зарегистрировано несколько магазинов и кафе на территории обслуживания руководимого им ведомства. Но об этом не сейчас. Так что да, на сотрудника, у которого взорвался не то самогонный аппарат, не то скороварка, всем в руководстве УВД насрать. Он все равно останется крайним в этой взрывной истории. Да здесь он и сам виноват. Лично я с этим сотрудником не знаком и не могу сказать о нем ничего ни хорошего, ни плохого. Он, конечно же, виноват и должен был предвидеть возможные опасные последствия и принять все меры предосторожности, когда использовал изделия повышенной опасности в жилом доме. Если, конечно, это и правда был самогонный аппарат. А если не умеешь пользоваться таким аппаратом, то лучше не пользуйся или пользуйся в гараже. Ведь из-за него могли погибнуть люди. И по счастливой случайности, как вы уже поняли, никто не пострадал. А история со скороваркой выглядит так же нелепо, как история, рассказанная депутатом Рашкиным сразу после задержания с тушей убитого и разделанного им лося. И когда после подобного происшествия с сотрудником МВД одна версия меняется на другую, это совсем не означает, что система отмазывает своего сотрудника. Это означает, что система в лице начальства отмазывает саму себя. Будем следить за этой историей дальше. У меня на сегодня все. Ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.